Доброе время суток, товарищи! Тема ролика «Основы Hammer в Source Engine 2». Поехали! Неважно, что вы скачали, инструментарий для Half-Life Alyx, CS2 или Sandbox. Редактор уровней всюду один, да, с небольшими различиями, но не критичными. Итак, выбираем Hammer и делаем новую карту. Если вы привыкли к прежнему редактору для Source Engine, внешний вид нынешнего может показаться громоздким, непонятным, перегруженным. Отчасти это так и есть, но скелет остался тем же. В левой части экрана находится привычная панель инструментов. Сверху всевозможные режимы работы, аналогичные старому Хаммеру. В правой части экрана тоже знакомые окна. Здесь родные нам виз-группы, а вот здесь почему-то отдельным окошком идут пользовательские виз-группы. Кстати, окошки можно комбинировать, если вы минималист. А вот это окошко демонстрирует нам свойства выбранной сущности. Его можно и удалить, если вы всю жизнь использовали комбинацию Alt плюс Enter. Последнее комбинированное окно демонстрирует нам историю проделанных операций. Мы, как и раньше, можем вернуться назад с помощью комбинации Ctrl плюс Z или продвинуться вперед с Ctrl плюс Y. Многие горячие клавиши в новом редакторе выполняют те же функции, что и раньше. Однако в этой версии движка их стало больше, и нуждаться в них вы тоже станете чаще. Чтобы узнать существующие или назначить новые горячие клавиши, нажмите клавишу F1. Ну и последняя вкладка Outliner. С ее помощью можно быстро найти сущность или примитив на карте, выбрав из списка или обратившись к фильтру. Entity Wrapper также существовал в старом Хаммере. Все, ненужные окна можно удалять и возвращать их отображение через вкладку View. При желании вы можете оформить внешний вид нового Хаммера таким же, как и у старого. О май гад! Вау! Мы понимаем, что вы хотите как можно быстрее начать работать над геометрией и сущностями, но интерфейс – это база. Терпите. Итак, снизу отображается информация о координатах и габаритах выделенного объекта, а также FPS, если это кому-то нужно. А что точно нужно, так это размеры сети в 2D и 3D проекциях. Как и раньше, плотность сети можно регулировать клавишами квадратных скобок. Включать и выключать их рендер можно через вкладку View, как для 2D окон, так и для 3D. Для того, чтобы переключаться между режимами проекции, вы можете использовать клавиши от F2 до F6, либо вот здесь, выбрав нужный режим. Если вам кажется, что одного окна будет недостаточно для работы, вы можете выбрать один из шаблонов отображения и настроить его под свои нужды. Но практика говорит о том, что одно окно и горячие клавиши – это удобней. Продолжаем. Правее вы можете заметить несколько режимов привязки. Без первого режима остальные работать не будут. Он позволяет по дефолту перемещать объекты вдоль сети с помощью клавиш стрелочек. Однако при перемещении с мышью объект будет смещен без привязки. Как и в первом сорсе, любой объект или группу можно выровнять с помощью горячей клавиши Ctrl плюс B. Если вы хотите, чтобы выравнивание работало индивидуально для каждого объекта в группе, используйте Ctrl плюс Shift плюс B. Второй режим, Grid Snapping, позволяет делать привязку во время перемещения с помощью мыши. Третий режим, Vertex Snapping, позволяет притягивать вертексы друг к другу. Последний режим позволяет вращать объект под заданным углом. Сам угол вращения указывается рядом. С нижней панелью закончили. Переходим к рассмотру верхней. Есть два режима работы с якорной точкой. Привязка к глобальным координатам и к локальным. На деле это выглядит так. Если центр объекта находится не на линии сети, то при перемещении с помощью мыши он всегда будет сохранять такое положение. В режиме локальной привязки перемещение будет работать точно так же, как если бы мы это делали клавишами стрелок. Ладно, я шучу. Это не основная функция, но о ней вы должны были узнать. Основное различие в том, что в первом режиме направление движения всегда привязано к сети и углу в 90 градусов. А во втором режиме движение идет в направлении якорной точки выделенного фрагмента. Еще один хороший пример – работа с треугольными поверхностями. При глобальной привязке не получится создать нормальную рамку, а вот в локальной все будет красиво.
Не недооценивайте данные кнопки, пожалуйста. Следующие две иконки. Пипетка позволяет визуализировать новую рабочую сеть вдоль любой отмеченной поверхности, после чего к этой сетке может быть привязан любой объект. Это очень удобно при работе с наклонными поверхностями. Ну а вторая кнопка просто возвращает сеть в ее обычное состояние. Идем дальше. Texture Lock привязывает местоположение текстуры к объекту, на который она нанесена. Да, это как в первом сорсе работает. Texture Lock Scale. Текстура растягивается вместе с мешем. Texture Lock Component. А вот этого в сорсе в первом не было. Дело в том, что если даже включить Texture Lock, то при работе с точками объекта текстура оставалась на тех же координатах, на которых браш был размещен первоначально, что всегда бесило мапперов и вынуждало тратить лишнее время для выравнивания текстуры. Что делает первая кнопка с лассо, пусть напишут в комментариях. Вторая кнопка позволит с помощью лассо выделять фрагменты целого меша, такие как точки, ребра, грани, да и весь объект в целом. Ах да, само лассо включается при зажатом колесе мыши. Третья кнопка помогает отмечать все, что находится позади объекта в кадре, как минимум грани с обратной стороны меша. Иконка с геймпадом служит альтернативой клавише F9, то есть окно настроек компиляции проекта. В этом видео мы не будем акцентировать внимание на пресетах и отдельных опциях, эта тема стоит отдельного ролика. Начинающему хватит и этих двух пресетов. Последующие кнопки позволяют отображать и скрывать различные объекты в кадре окна Хаммера. Это и хелперы, служебные текстуры, коллизии моделей и тому подобное. Что действительно может быть полезно, это старый добрый кордон, который помогает компилировать лишь заданную границами часть карты. Первая кнопка добавляет его в проект, вторая включает его отображение в окне проекции, а третья включает или выключает его. Также для снижения нагрузки на ваш ПК вы можете воспользоваться вот таким инструментом, который может сокращать дальность рендера в кадре. А теперь несколько слов о главном окне и перемещении в нем. Во-первых, хочется возмутиться. Со времен выхода первой версии Хаммера для Source Filmmaker и Dota 2 существует неприятный момент. А именно, если у вас включена кириллица в языковой панели, то есть не английский язык. Большинство горячих клавиш и даже полет камеры в 3D-окне работать не будут. Ладно, перемещение камеры, как и раньше, осуществляется через клавиши WSAD, а вот вращение камеры теперь назначено на зажатый правый клик мыши. Однако вы всегда можете изменить назначение клавиши, как уже ранее говорилось. Скорость полета камеры можно менять, зажав правый клик мыши и прокручивая колесико. Чтобы вернуть скорость к обычному значению, кликните по колесику. Из первого сорса сюда перекочевала связка Ctrl-Shift-E, которая переносит вид камеры к выделенному объекту во всех проекциях одновременно. Напоминаем, что для 2D окон достаточно нажать Ctrl-E. Похожая функция забиндена на связке Shift плюс A, которая переносит камеру только в активном окне проекции. Правый клик мыши плюс клавиша Shift позволяют перемещать камеру по горизонтали и вертикали. Правый клик мыши плюс Shift и плюс левый позволяют камере быстро перемещаться вперед и назад. С камерой вроде бы разобрались. Еще хочется сказать о режиме рендеринга треугольников, на которые будут разбиты ваши меши. Клавиша F8. Это будет полезно тогда, когда вы начнете интересоваться темой оптимизации карты. Что ж, наконец-то мы дошли до разговора о левой панели инструментов. Первый идет Selection Tool, инструмент выделения. Давайте выделим эти объекты, зажав Shift, и сгруппируем их. Теперь обратите внимание на панель в верхнем левом углу. Это режимы выделения. Переключиться между ними можно как мышью, так и клавишами цифр на клавиатуре. Пойдем от большего к меньшему. Цифра 6. Выделяется вся группа или несколько групп с помощью зажатой клавиши Shift. Цифра 5. Выделяет отдельные объекты внутри группы, например, несколько мешей, обращенных в один триггер. Цифра 4. Выделение отдельных мешей. Цифра 3. Выделение грани любого из мешей сущности или группы. Цифра 2. Режим выделения ребер. Цифра 1. Выделение вершин, они же вертексы.
Чтобы скрыть выделенный объект, нажмите клавишу H, чтобы вернуть его, клавишу U. Чтобы скрыть все помимо выделенного объекта, нажмите H плюс Ctrl. Обратите внимание, что прямоугольные выделения работают только в режиме мешей, объекта или группы. В остальных режимах объекты выделяют вот так, либо с помощью лассо, средней кнопки мыши. Если вы не хотите, чтобы выделенные объекты подсвечивались, выключите вот эту кнопку. Кстати, если вы хотите инвертировать все грани меша, кроме выделенного, вам поможет комбинация Ctrl плюс I. Translate Tool – инструмент перемещения. Говорить особо не о чем. Перемещать объекты можно как мышью, потянув за векторы якорной точки, так и клавишами стрелочек, которые я чаще использую. Если при перемещении зажать Shift, объект будет скопирован. Если зажать Ctrl, то будет выполнено смещение в один юнит. Rotate Tool позволяет вращать объект вокруг своей оси или заданной точки якорной. Угол наклона и привязка к сетке настраиваются в правом нижнем углу редактора. Кроме этого, если зажать клавишу Alt, то вращать объект можно на 45 градусов, используя лишь клавиши стрелочек. Scale Tool позволяет менять масштаб объекта кратно или в одной из заданных плоскостей. Используя клавишу Q, вы можете растягивать объект в нужную вам сторону. Масштабировать можно как геометрию, так и 3D-модели. Pivot Tool позволяет переместить якорную точку или helper. Инструмент часто используется для удобного вращения объектов. Нажав клавишу N, вы можете разместить якорную точку в одну из предложенных Хаммером позиций. Дальше об инструментах. Entity Tool – размещение точечных сущностей. Обратите внимание на наличие шаблонов. Block Tool – примитивы. Вот здесь стоит задержаться немного. Создадим куб. В отличие от Source Engine первой версии, вторая может работать с односторонними поверхностями. То есть для создания простой карты коробки теперь не потребуется Make Hollow, которого здесь нет, или 6 примитивов. Достаточно будет и одного куба, который можно инвентировать внутрь клавишей F. Вы только представьте себе, на какой уровень теперь выходит скорость работы над тоннелями и коридорами. Правда, основное правило Сорса осталось на месте. Карта всегда обязана быть запечатанной и не иметь щелей в открытое пространство Хаммера. Лики из Сорса никуда не исчезли. Давайте разместим два блока. Наша задача объединить их в одно целое. Это несложно, достаточно нажать клавишу M. Однако это не панацея. Лишние грани не будут автоматически удалены между кубами. Вам вручную придется это сделать. А затем сшивать ребра друг с другом. Чтобы выделить все ребра в одной плоскости, кликните 2 раза по одному из них. Затем сшейте, тоже клавишей M. Если все было сделано правильно, лишние ребра можно удалить клавишей Backspace. Проделанную операцию можно было упростить. Поставим рядом 2 куба, выделим обе грани и нажмем клавишу B. После чего будут созданы новые грани, а старые будут удалены. Но нам все равно нужно будет удалить старые ребра. Клавиша Backspace. Кстати, про выделение ребер. Двойной клик или клавиша L образует контурное выделение. Клавиша G выделит все ребра, повернутые в одном направлении. Клавиша V добавит новое ребро между выделенными. Вот так быстро можно из одного блока создавать сложные формы. Следующий примитив – Quad. Он не просто так стоит первым в списке. Для вас он может стать основным при работе в Хаммере. Это по сути плоский плейн, из которого можно вытягивать другие грани. Важно не забывать о разнице между копированием квада и его растягиванием. Здесь как раз будет полезна клавиша F8. О практической работе с примитивами мы поговорим в отдельном ролике. Не будем затягивать этот. Polygon Tool. Здесь особо и не о чем говорить. Треугольный брат-близнец квада. С ним нужно быть осторожным. При неправильном обращении могут быть проблемы с освещением и текстурированием объектов, созданных с его помощью. Clipping Tool. Знакомый из первого сорса, предназначение которого – разрезать меши. Имеет несколько режимов работы, способен заполнять новообразованные пустоты. Остальные инструменты требуют отдельных роликов о себе, иначе это затянется еще на 20 минут.
Напоследок о том, как наносить текстуры. Открывайте библиотеку материалов, выбирайте что-нибудь, а затем либо переносите выбранное изображение на вашу поверхность или целый меш, либо выделяете нужные грани и жмете Shift плюс T. Дело сделано. Если текстуру нужно выровнять или изменить размер, в режиме работы с гранями находите вот это. Здесь все более-менее так же, как было в Source Engine. Надеюсь, вы досмотрели ролик до этого времени, не поставив ему дизлайк, и останетесь ждать выход следующего. А мы говорим удачи, тамадачи!